О! Где Хаян? Ну что, добро пожаловать в Хаян? Ничего страшного, не обращайте внимания. Бывает, я в норме. Я в норме. Я в норме. Welcome to Haiyan! Мы заезжаем в такую красоту. Сквирт? Сколько телефонов улетело уже здесь? Который изображен в 20-тысячной купюре. А ему кто-то позвонил, говорит, извините, мне нужно ехать домой. Мы прям реально застряли. Ой-ой-ой, такой яркий вкус. Исследования показали, что дети, которые регулярно выполняют домашние обязанности, имеют более высокую самооценку, более ответственны и лучше справляются с чувством разочарования, жизненными трудностями и с отсроченным удовлетворением. Хаян был вот такой вот отель с таким вот полем риса прямо рядом. Это круто, конечно. А вот такой вот обалденный номер удалось нам урвать в Хаяне за отличную цену. Рассказываю историю, почему говорю урвать. Потому что мы приехали в этот отель, нашли его на букинге, приезжаем, говорю, у вас есть этот номер? Они говорят, да, есть, показывают нам его. Я говорю, какая цена? Они говорят, 1 миллион. Мы такие, минуточку, у нас на букинге другая цена. Ну нет, мы сейчас вам другое, короче. Так, я, короче, быстро бронирую, потому что у меня в букинге Genius 3-го уровня. И мне постоянно дают какие-то апгрейды номера, бесплатные завтраки, короче, куча плюшек. И всегда, когда я приезжаю в отель, показываю цену, которая у меня в букинге, и они говорят, ого, типа, у нас таких цен никогда не было в жизни, ну ладно. Я всегда их удивляю ценой с моего букинга. Я удалось быстро принять решение забукать прямо перед ними, чтобы перед нами никого не заселили, потому что там целая группа стояла и била копытом, мы хотим заселяться за миллион. И такой, я говорю, так, все, у меня уже есть букинг, все, до свидания. За 750 мы заезжаем в такую красоту. И у нас вот такой вот получается номер с видом на рисовые поля и Хаян. И вот такой вот вид на поле, вот такой вот вид на речку и такой вот вид на горы. Мы отправляемся плавать на этих удочках. Деревня, где катают на знаменитых круглых вьетнамских лодках, находится в 20 минутах езды от Хаяна. Стоимость трансфером составила 250 тысяч донг на человека. А еще мы попали в дождливую погоду, так что узнаем, удастся ли нам покататься. Сейчас будем нырять. Надеюсь, не будем точнее нырять. Сами эти ребята в шоке от того, что мы едем. Бабка устроила коллапс. Бабка устроила коллапс. Опа. Вон еще одну профессию во Вьетнаме. Нас спросили, скорость делаем? Есть! Сколько телефонов улетело уже здесь? Он прям нормально раздает. Меня вшатало уже. Ой. Окей. Зараз буду ригать. Таня уже. Нам попался самый заводной мужчинка. И он, конечно, дал жару нормально. Ну вы видели. Taiwan, Тайвань. Thailand, Taiwan, Taiwan Chayo, Thailand Chosu. It's mean вперед, Таиланд, вперед. Так, я такие моменты люблю снимать, потому что если будет переворот, то будет весело. Эй, ча, Так, короче, мы стоим здесь на таких пиндюрочках, а ему кто-то позвонил, говорит, извините, мне нужно ехать домой. И он начинает отдаляться. С кем-то срочно говорит, надо домой ехать срочно, извините. А мы стоим на таких пиндюрочках здесь в кустах.
Все, уехал. У меня такой вот пальмовый лук подходит под этот весь колорит. Резюмируется впечатление от этих лодочек. Они же возникли совершенно случайно, потому что в где-то 19 веке французы ввели налог на нос лодки. И чтобы каждая лодка платила налог. Вьетнамцы сделали такие вот круглые лодочки, чтобы не понятно, где нос, и не платить этот налог. И вот получается, они на них начали плавать и говорить, что это такие у нас корзины для рыбы, а не лодки. Вот. И оказалось, это довольно-таки удобно, вот такие вот весла. Вообще, просто одной рукой можно гребсти, не надо его из воды доставать, поднимать. Намного удобнее, чем наши лодки, абсолютно легко набирать на скорость, очень маневренная, круглая, так что очень классное изобретение получилось такое совершенно случайно. А еще никогда не знал, что пальмы могут расти в воде прямо вот так вот. Как это, видимо, специальный вид пальм, что растут они в воде. Даже в такую погодку люди подтянулись и все веселятся, катаются. На такой лодке можно кататься в любую погоду. Проверено. Так, мы заехали к этой милой дамочке. Сейчас будет рыбалка. Если что-то удочка лежит, берем кусочек мяска. Прям кусок мяса. Это на крокодила мы еще что-ли будем? Наживу мясо кусок. It's for fish or for crab? Мясо для кого? Для рыбы или для краба? Тяжелое, я не могу его вытянуть. И он ручками так говорит, ам. Đây, không đủ, chắc mình đâu ra mà Я говорю, видите, лучше руками. Purple. Ого, Таня. Ты бесстрашная. Ты бесстрашная. Мы решили его отпустить. Ань, ну как тебе поездка? С такого высоты на Хайян посмотреть достаточно? Я таки показать вам Хайян с дрона. Ладно, давайте, погнали. Взлетаем мы с крыши руфтоп-бара и вашему вниманию Хойян. Город, который находится под защитой ЮНЕСКО. Один из самых знаменитых городов Вьетнама. Тот самый атмосферный город, который вы видели на картинках. И сегодня вы узнаете про него все. Начиная с 15 века этот город был оживленным морским портом. Здесь пересиживали непогоду, торговали, пополняли свои запасы путешественники со всего мира. Именно поэтому тут можно наблюдать переплетение такого количества разных культур. Тут и французские колониальные здания, китайские храмы, японские мосты и кварталы и, конечно же, аутентичные вьетнамские дома. Историческая часть города состоит из материковой части и острова, к которому ведут несколько небольших мостов. В вечернее время город становится полностью пешеходным, а по каналам начинают плавать лодочки с фонариком. Возвращаемся на крышу и пошли изучать город пешком. Вся инфраструктура города состоит из разных кафе, ресторанов и магазинов одежды. Какие-то домики ухоженные, какие-то такие подзатертые, но в принципе это же есть как бы такая атмосфера этого древнего городочка. Да, тут и вправду симпатично, много разных, конечно, зазывал, но если так спокойненько гулять, тоже можно. Вот такая вот толкачнюшка здесь идет. И такая толкачнюшка аж туда идет. Ну, примерно это вот так вот выглядит. Вот такие вот магазинчики, разнообразные, вперемешку с ресторанами. Целые кортеджи ездят. Такие вот машинки ездят, но с ними нужно договариваться, так сказать, на берегу. Потому что я знаю истории про Ханой. Типа ты в них садишься, там договариваешься, сколько стоит. Типа думаешь, это стоит одна поездка, а оказывается, это что это минута по минутной тарификации. Там получается цена 1 миллион, 1,5 миллиона, поэтому нужно договариваться заранее. Город включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под защитой. Не знаю, что подразумевает защита, но
бумажки, которые они туда в эту речку бросают с этими фонариками, это, конечно, полный трэш. Если у этих тетушек купить эти штучки и пускать их по воде, то будет вот такая вот шняга спустя время. Поэтому, я думаю, не стоит засорять и так уже немножечко подзасоренную речку. Только что мы купили тур на эту лодочку. За 2 человека 250 тысяч. Вот. Но дали один билет. Ну, сказали, что один билет на двоих подойдет. И почему-то с 500 тысяч дали сдачу 350. Короче, я ничего не понял. Вот, проверим. Я сфотографировал всех этих теток, которые мне это все продавали. Вот, но это будет так все сумбурно, спонтанно. Я не очень так люблю, конечно, но посмотрим. Дома и вправду прикольные, в таком вот интересном стиле. Вот, но город настолько забит туристами, что вот этой прям вот такой вот трушной атмосферы не особо чувствуется. Очень много друзей. И вот люблю такие места, которые не изнасилованы туристами, так сказать. Наше первое кафе в Хайяне. Очень много туристов вот с такими классными прическами бомбезными. Welcome to Хойян. Очень много магазинов с кожаными изделиями. Немножко в таком техасском каком-то стиле, ковбойском. И много магазинов с шитьем, всякие платья, всякие разные костюмы для мужиков. Местные вьетнамцы мне рассказали, что у них очень популярно приезжать в Хойян и заказывать себе костюмы, что они прям реально сюда едут специально, чтобы заказать себе костюмы. Потому что здесь шелк производят, и могут быть очень качественные костюмы и пошив, и саму ткань. Так что, короче, если остаться здесь на парочку дней, то можно заказать. Блин, нафиг мне костюм только. Хочу подробнее рассказать вам про шелк и про изделия, которые из него тут делают. Вот такая вот картина может стоить от $500 до $2000. Мастер тратит на ее производство около 4 месяцев. Yeah. Chapter seal. Yeah. One day we made 2 meters. Если смотреться, можно видеть укол шелкопряда. Им здесь 6 дней. Они сейчас едят, наедаются, а потом, когда вырастут, будут давать нить. Этим 21 день, и когда им будет 24 дня, их посадят в специальную штуку, и уже будут получать из них шелковую нить. Сейчас будет получаться куколка из них уже. After 24 days, we put them in the frame. За 3 дня он плетет вот Four day такую to finish. штучку, потом ее расплетают и делают нить. Такая не липкая, не скользкая, приятная, такая сухая. А вот трудяги. Что такое? Так что и вправду, тут очень красивые натуральные ткани. Качественный крой и мужских костюмов, и женских платьев. Чи-чи-чи-чи. Мы купили Тане веер за 40 тысяч, она теперь очень счастливая. Думал, что они зарубят за такой веер красивый, там, 150-200, а всего лишь 40 тысяч. Во Вьетнаме продаются такие шляпки. How much this? Короче, вот такая большая 70, такая поменьше 40, 30, 25. Все с рисуночками такими прикольными. Вот такие маленькие очень прикольные для котиков покупать. Мне вот такой вот эта шапка. Я вообще точно вам скажу, это абсолютно не женская шапка. Смотрите, видите? Очень отлично подходит мужчинам. У меня, кажется, косичка не помещается в эту шляпу. Короче, не знаю, не мой формат вообще. Не мой формат головного убора. Короче, интересный факт про Таню. Все вьетнамцы разговаривают с ней по-вьетнамски, хотя она тайка. И, короче, когда она говорит, говорите по-английски, они так искренне обижаются. Типа, мол, блин, ты же типа вьетнамка, ты что нам это, что ты дурака валяешь? А на самом деле тайский и вьетнамский это примерно как вот польский и немецкий. То есть абсолютно разные языки. Это будущий шаолиньский монах тренируется. Он может сделать 1000 ударов за секунду. Просто камера не может захватить столько количество ударов, он может сделать. Еще ноги. Блин, это очень знаменитый здесь человек. Вы его видели в многих фильмах тоже.
20 минут, получается 200 тысяч стоит этой лодочки для двоих. Это нормальная цена. Такая небольшая очередь на этой лодочке, они там себе движутся. Очередь быстро движется тоже. Не жарко, хорошо. Аня, what kind of seafood do you want to eat? Octopus and squid. Squirt? Yes. И вечер рекомендую закончить вот с таким вот чудесным видом на плавающие лодочки. It's small. I want big squid, not small. I want. На самом деле словился на мысли, что ты вот бегаешь, пытаешься найти лучшие места, лучшие цены, показать самое красивое для вас. И прям так реально устаешь от этого. Я прям так сел, фух, и не успеваешь насладиться. Поэтому я вам сейчас покажу самые лучшие места, вы по ним пройдете. И не обращайте внимания на все другое, потому что я уже все изучил и маршрут для вас простроил. Хайян – это пеший город, поэтому лучшим решением после ужина будет сходить на массаж ног, чтобы отдохнуть и расслабиться. Стоимость 200 тысяч донг за двоих за полчаса массажа. Фирменная фишка города – это вот такие светящиеся фонарики. Они здесь везде. Однако есть фотозоны, где за 100 тысяч можно будет фотографироваться там с большим их количеством и красивым цветом. Однако есть лайфхак. Часто встречаются бесплатные стены с фонариками, где точно так же можно красиво сфотографироваться. Есть такая тут кафешка, называется Хайян Бокс. Давайте прогуляемся по Хайяну вместе со мной, попробуем, как это. Всякие разные рестораны, все в таком стиле, с такими красивыми фонариками. Слева у нас вот такие вот лодочки с фонариками. Можно взять бот-тур или можно покататься вот с такими парнями на вот таких вот тележках. Пип-пип-пип. Окей, пойдем дальше. Людей вправду много, хотя сегодня, конечно, суббота, наверное, самый пик. Но, думаю, в обычный день здесь тоже движуха хорошая. Русская. Вот эти фонарики, которые они продают по 50 тысяч, они продают эти фонарики. Попробуем прийти сюда еще завтра утром, посмотреть, как это без туристов, потому что вечером, конечно, движуха сумасшедшая. Вот такое вот мороженое пробуем. Оно вот такое стоит, не тает, а он там просто вот в лед это сам положил, полил, и такое получается. Байда максимально, никогда не покупать. Какие-то сухие шарики, такие, которые холодные, дуристиков. 50 тысяч не надо. 5:30 в Хайяне. Утренняя побудка. Чтобы не успели проспать все и пошли быстрее смотреть. Погнали. Сейчас посмотрим, как выглядит город с утра. Так, и мы подумали, а зачем нам засорять природу, если мы можем поехать вот так вот? Обычно при отелях есть велики, эти мы просто угнали, никого не было. Так что сейчас мы числимся как в угоне. Но думаю, все будет хорошо. Аня поддерживает все мои авантюры. На велике поехали. Так, Аня, едь, чтобы я тебя видел. Вот тут твои трюки вот эти все. Не обращайте внимания, ничего страшного. Я в норме, я в норме. Если я не ошибаюсь, это знак, что значит, что тоже не машинам нельзя, не байкам нельзя, любым механическим транспортным средством. А вот на велике можно. Так что мы сейчас будем обкатывать весь Хайян. Это вообще-то велосипедная зона. Ты куда, блин, заехал, блин, на тарантасе, блин. Да, Таня? Да? Да. Ну тут что, блин, спортивный кружок? А, ладно, спортивный кружок можно. Я уже замахался эти педали крутить, тогда еще чуть с горочки нормально было, блин, а так, блин,
под горочку, блин, чуть уже это самое, атмосфера уже вся испорчена, уже настроение все испорчено. Надо крутить эти педали, блин. В 6 утра люди есть, движушка есть. И бегают, и на великах, и фоткаются. Я думал, кому-то в центре города нужен маркет, рынок, да, когда я видел этот город ночью. А на самом деле, блин, это полноценный город, люди здесь живут, и вот прямо вот в этих всех красивых желтеньких зданиях торгуют всем, вот, чем можно приторговать. Короче, взять велик утром – это была отличная идея, но брать велик вечером – это мазохизм в почве шизофренизма. Потому что столько людей, там эти люди просто, ну, вообще не едут, а катят этот велик вообще еле едет, это просто сплошная мука. Рекомендую ранним утром. На удивление, очень вкусный завтрак. Состоит из таких 2 блоков. Там фруктики, чай, кофе. А там обычная такая всякая разная еда. Таня попросила рубрику на канале специально для тайской аудитории, поэтому приношу извинения, продался. โอเค ข้างหลังที่เห็นนะคะ เป็นเหมือนกำแพง แต่ว่าข้างในไม่มีอะไรนะคะ น่าจะอายุประมาณ 100 ปีได้ สวย เชิญทุกคนมาถ่ายรูปนะคะ Хочу порекомендовать вам одну из фишек Хаяна, называется мод. По сути, это такой компот, который готовится из 10 разных ингредиентов, которые сплетаются в один вкус, и сейчас мы его попробуем. Стоимость 18 000 донг. Его красиво украшают листочком, цветком лотоса и натуральной соломинкой. Таня, please try this and say something more than very nice, tasty and good. What is it? Очень вкусно! Очень вкусно, спасибо. Теперь работают профессиональные тестировщики, рассказываю. Вал башки просто, блин. Короче. Ой-ой-ой, такой яркий вкус. Короче, это вся смесь трав, которую я показал. อร่อยมาก Они, наверное, ее как-то сварили, выварили. Вот, и получается такой, как бы, можно сказать, компотик, такой травяной и очень освежающий. Короче, вот такая вот атмосферка романтичная, красиво все. Что вы готовы увидеть мост 18 века, деревянный, украшенный невероятно красивой резьбой, который изображен на 20-тысячной купюре. Вот он. Классно путешествовать, сидя на диване. Раз, и мост уже отреставрирован. Ну, наконец-то отреставрировали этот чудесный японский мост, которому 400 лет. Его можно наблюдать в таком хорошем состоянии, и он выглядит так ровно, как первый день своего создания. Сейчас будет очень важный совет по изучению Хаяна. Вам нужно будет найти вот такие вот желтые будочки. В них продается билет, который стоит 120 000 донг и позволяет посетить 5 любых достопримечательностей в городе. Всего их более 30. Все они отмечены на карте. Туда входят разные храмы, магазины-музеи, настоящие семейные вьетнамские дома и переговорные холлы. Билет действует 3 дня. Ирочка, насколько это красиво? Очень, оцени. Это очень красиво и очень жарко. Какие минусы, какие плюсы? Одни плюсы. Одни Температура 40. Так, ну вот это место я точно рекомендую посетить. Это просто точно нужно. Начиная от запаха. Просто вот здесь такой прикольный, вообще глубокий, атмосферный. Храм называется Хай Джуан Пудо. Не знаю, правильно я произношу, но вот это точно рекомендую посетить. Очень-очень атмосферный, красивый. Вообще пока первое место. Ирина сейчас покажет парочку па, как правильно фотографироваться в этом месте. Вот так вот надо. Вот так вот. Это уже было. И вот так, понял. В храме. Очень красиво. Все эти локации, куда можно пойти, такие небольшие, камерные, и в принципе их посещение занимает минут 5-10. Просто гуляя по городу, ты как бы тратишь основное время. Я первый раз вижу вот такие вот конусы, сделанные из этих вот палочек дымных, которые дымят, а в середине них, получается, написаны молитвы. То есть, я думаю, можно заказать вот такой конус, и то есть твоя молитва будет постепенно отправляться на небо.
В другом храме я узнал, такой конус стоит 500 тысяч, и будет он тлеть, получается, 3 недели. 3 недели ваша молитва будет молиться. Чтобы вы понимали, Хайян постоянно топит, и вода поднимается аж до сюда. Последнее наводнение было вот до этого уровня 11 октября 2022 года. А самое высокое в 2009 году было аж туда. Вот люди прям вот просто плавали на лодках. Турпоток не останавливался. А вообще, так понял, рекорд вод 7 октября 1964 года. И когда город топит, это выглядит страшно. К сожалению, до сих пор не придумали технологию, как предотвращать эти потопы, так как город древний и инфраструктура для отвода воды не предусмотрена и не может быть создана сейчас. Поэтому на все воля природы. И в это время местные жители терпят огромные потери. Но сейчас все хорошо. И лучшие места, которые я рекомендую посетить в Хайяне, я отметил в описании к этому видео. А сейчас пошли посмотрим вьетнамский традиционный театр. Раздали вот такие вот карточки. Сейчас будет какая-то бинго-игра. Но я не знаю, как с этим играть. У всех вот такие вот карточки. Так, у нас есть победитель. Ничего себе, целый пакет с подарками. Ну, мальчик добрый, я рад, что... Вот такой фонарик. Делись давай. Ну а если не выиграли, то можно купить такой фонарик самостоятельно. И расскажи про место, которое ты нашла. Почему это лучшее место? Это лучшее место. Здесь можно стоять и брызгает водичка. Тебе благодарен. То есть именно это место ты рекомендуешь в Хайяне больше всего? Да. То есть вот это все, как бы, ну, это все не нужно, да? Вот эти вот все ребята веселые, да? То есть, я понял, Ирине много не надо. Я уверен, что теперь вы точно загорелись идеей посетить этот атмосферный город Хайян. Я скажу вам, это правильное решение. Спасибо вам за просмотр, до новых путешествий, с Игорем Дует.